Приветствую всех! Сегодня 23 февраля. Я снова на зимней рыбалке и нахожусь на острове, где находится старый волжский водозабор. Я сделаю вот так, потому что сильный ветер и, возможно, меня не будет слышно. Ну что же, прошло 3 недели и даже больше с того момента, как я был последний раз на рыбалке. Дело в том, что весь февраль, сегодня вот 23 число, погода была не для рыбалки. Либо были сильные морозы, меньше 20 градусов, либо сильные ветра с метелями, с буранами. В общем, на рыбалку было ехать совершенно некомфортно. Ну, морозы и ветра. Даже вот сегодня, 23 число, сильнейший ветер, ну хоть снег не идет, а так все бураны, метели, все замело. Вот. Я до этого островка сейчас полчаса шел. Сугробы по пояс. Вот. Поэтому рыбалка стоит, время проходит, на носу уже март. Сегодня, повторяю, 23 февраля. Вот, поэтому все-таки решил сходить на рыбалку. Минус 6 градусов, но сильный ветер. Вот. Тем не менее, я здесь. Я кратко сейчас покажу этот волжский водозабор. Я здесь был в 24 году. Я здесь рыбачил. В 25 году я здесь не рыбачил. А я здесь, ну, наверное, раза 3 или 4 сюда приезжал. Рыбачил здесь в этом месте, ловил и бершей, и судаков. Такое большое дерево здесь стоит. Это сооружение постройки, по-моему, 19 век. Ну, есть у меня на канале видеоролик по этому водозабору. Старое сооружение, ему, наверное, уже больше 200 лет. Здесь воду с Волги брали. Такой вот огромный водозабор. Я здесь лазил, все подробно снимал в 24 году. И вон на стене, наверное, видно, не видно. Ну, я фотографию потом сделаю. Я оставил вон надпись Герман, март 2024. В марте я здесь был. В феврале я здесь не было, а в марте рыбачил. Он оставил, мелом написал. Тут еще в нескольких местах есть мои надписи, но они уже стерлись. Эта надпись-то внутри не стерлась, а остальные были снаружи, и, видимо, дождем их смыло. Ну вот, резервуар, где была вода. Сейчас я покажу само место, где воду брали, там чуть подальше. По трубам она сюда поступала, в это сооружение, и здесь хранилась. Но, повторюсь, это было в 19 веке. Вот здесь вот я свою надпись оставлял где-то. А, вон она. О, видите, она как стерлась. Там Серега гвоздем начирикал. Надо было мне гвоздем тоже начирикать. Сейчас, если гвоздь найду, начирикаю. 2003 год он даже есть запись. Ну а моя Герман стерлась. Ну тут всяких надписей полно. А это что? 58 год, смотрите. 1 февраля. Это же пятерка, да, 58 год. Гвоздем надо чирикать. Тогда сохранится. Дима, 2015. Несмотря на праздничный день, рыбаки сидят. Я в бинокль глянул. Ну, не сказать, что много, но есть. Вот здесь около водозабора. Потом вон у острова Дальнее Устье. Вот там вот остров Маркиз. Ну, вон, видите, даже видно. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, там много. Там верхний услон. Я пришел вот с той стороны. Полчаса.
еще не рыбачил, сейчас решил снять, потому что, наверное, я в этом году больше сюда не поеду. Ну, посмотрим, как сегодня рыбалка. Будет клевать, приеду. Ну, не сказать, что прям сильно клевало у меня в 24 году. Ну, я внутрь залазил, у меня есть подробное видео. А вон башенка, видите? Вот там стояли насосы. И по трубам сюда. Ну, я не знаю, в 19 веке какие там насосы были. Вот там, где башенка, там уже начинается глубина, там с 10 метров и туда дальше. А вон там дальше водозабор 20 века. Ну, тоже я по нему видео снимал. Все это есть. Я просто коротко. Сейчас это снял. Ветрище, конечно, блин, по прогнозу 6 метров, но тут нифига не 6 метров в секунду. Я думаю, тут все 10, потому что сильно дует. На льду надо будет плащ одевать. Сейчас я отойду так, чтобы в укрытие, где не дует. Ну вот такой вот водозабор. Где бы спрятаться-то, блин, везде дует. Во, вот здесь встану. Вроде не дует. В общем, посмотрим, как сегодня пойдет. Сейчас пойду на лед, расставлю тюльку, взял. Ну, весь свой стандартный набор. Начну с глубины в 10 метров. Вот там, где водозабор последний, 20 века, он стоит, там глубина аж до 25 метров. Ну, конечно, на такую глубину не пойду. Я думаю, выберу местечко, где от 10 до 16. Вот на такой глубине поставлю тюльку, посмотрим. Будет клевать хорошо. Буду ловить рыбу, буду включать видео и демонстрировать мой улов. Посмотрим, повезет сегодня или нет. Буду рыбачить. Пошел на лед. Так, ну что же, наверное, сегодня долго снимать не получится. Странно, но у меня уже аккумулятор на кончике. Расположился вот напротив этого водозабора. Поклевок нет, выставил удочки. Сейчас, против ветра встану, ветер будет дуть, меня не будет слышно. В общем, самая глубокая 16 метров у меня, потом на 14 и на 12 метрах стоят удочки. 3 удочки поставил, поклевок нет. Вот водозабор прошлого века, а этот позапрошлого. Рыбаки тут сидели, но смотрю, пошли домой. Не клюет. Вон там еще куча рыбаков сидит. И тут группа сидит. Но я в бинокль смотрел, ничего не клюет. Ну, не видно, что ловили. Вот удочка. Из-за ветра, наверное, плохо будет слышно. Вот здесь 12. Но я туда не пойду. Вон вторая 14, и там дальше 16 метров стоит. Поклевок нет, и знаете, скажу, что холодно. Холодно, хотя минус 6 где-то, да, минус 7. Но ветер, блин, если бы я знал, что сегодня такой будет ветер, я бы, наверное, не пошел. Пронизывающий, холодный. Я в плаще. Вот одел плащ. Но даже в плаще холодно. Еще я хотел показать, продемонстрировать, что такое двойной лед. Я вот сейчас буду бурить. Двойной лед. И такое редко бывает. Ну, по крайней мере, я такое редко наблюдаю. Но вот сегодня... что такое двойной лед? Сперва лед идет, толщина там сантиметров 10. Под ним пустота, вернее, не пустота, под ним снег. Сантиметров, там, не знаю, 20-30. А под этим снегом еще один лед, самый нижний. Он уже где-то сантиметров 30-40, может 50. Вот сейчас буду бурить, но я буду монтировать видео, я звук выключу, потому что сейчас будет сильный ветер. Просто я вам продемонстрирую, что такое двойной лед. То есть сперва лед, потом снег, потом снова лед. Он на сноускайте катается на таком ветру. Так, смотрите, я сейчас сюда поставлю. Не знаю, наверное, будет видно.
Ну, не знаю, было видно или нет, но постарался. Я даже без перчаток не могу находиться. Казалось бы, всего -6, но такой ветер. И получается, что не -6, получается -15. Ну, при -6 у меня руки не мерзнут. А здесь без перчаток мерзнут. В общем, буришь сантиметров 10 лед. Потом бам, провалился. Там снег. Снег проходишь, под снегом опять лед. Кстати, я заметил, сюда вон постоянно приезжают, видите, на снегоходах. Снова приехали туристы. Вот на этот вот остров, где водозабор. Ну, на сноукайте катается человек. Еще один. С Брюсова сюда приехал. Ну, на лыжах кто-то идет. Но ветер хороший, можно кататься на сноукайтах. А сюда вон опять на снегоходах, видите, подъехали. Ходят, фотографируют там, наверное. Это на сноукайте. Так, ну что, пока буду сидеть, в принципе, тут ходить больше некуда. Я могу вон туда еще приблизиться. Ну, как бы глубины все такие же. Пока поклевок нет, посмотрим после обеда, может клюнет. Буду сидеть, рыбачить. Сейчас, наверное, может еще 4-ю удочку опущу. Посмотрим. Вон подошли рыбаки, 3. Сейчас около меня постояли, поболтали. А вот они вон с той крупки. Домой пошли, не клюет ничего. А они не на берша, они на бель. Ищут бель. Ну, спросили глубину. Ничего не клюет. Я не знаю, домой, не домой, может там сейчас где-то пробурятся. Вроде как домой пошли. Особо ничего не клюет. Сейчас посмотрим, не знаю. Глубину спросили. Ну, на такой глубине бель тут 14 метров нет. Может, сейчас там помельче подойдут, пробурятся, вон встанут. А они увидели, что я рыбу поймал, ребятки. Мимо шли, и как раз у меня поклевка. Я бам, дернул, вытаскиваю, и они ко мне подошли. А я когда рыбу-то дергаю, у меня варежки-то во все стороны летят. Не понял, клюет? Блин, специально поднял, чтобы видеоролик снять. Потому что если сейчас клюнет, все полетит, и камера полетит. Так, пока быстренько. Вот он лежит. Я специально поднял. Ветер такой, у меня перчатки улетели. Сильный ветер. Вот он, бёршик. Ну, сантиметров 30. Бёршик. На 14 метрах. Я подошел, динь, бам. И я его достал. Так, продолжаю рыбачить. Пока отключу камеру, потому что сейчас может... По-моему, там поклевки нет. Так, пока отключу. Получилось так, что когда я доставал коробочку с тюлькой, которые у меня лежали во внутреннем кармане, там же, где была и камера, я нечаянно нажал на кнопку включения камеры, и она у меня проработала в кармане с полчаса, в результате чего аккумулятор полностью разрядился. Поэтому больше в тот день мне ничего снять не удалось. Ну, единственное, что я успел быстренько сделать несколько фотографий, а так аккумулятор был полностью разряжен. Поэтому заканчиваю этот видеоролик уже на следующий день, днем. И скажу, как все прошло. Ну, после того, как я достал этого берша, в течение часа у меня клюнуло еще 2 раза, и я достал еще 2 бершей. Один такой же, второй чуть поменьше. Всех 3 я поймал примерно где-то до часа дня. Вот. Просидел я на том же самом месте. Никуда не ходил. Ну, единственное, там вокруг пробурил несколько лунок, перемещался. И рыбачил на том самом месте до 5 вечера. Весь день дул сильный ветер, несмотря на то, что я был в плаще, одел плащ, намерзся, ну, прилично. Где-то часа в 2 я пошел вот к этой вот башенке, да, ну, где старый водозабор.
спрятал, до острова не стал ходить, удочки оставил, у меня 4 удочки стояли, не стал их сматывать, вот до этой башенки дошел, там за ней спрятался, чтобы ветер не так сильно дул, пообедал в 2 часа, и после чего снова вернулся на лед, и уже просидел до 5 вечера. До 5 вечера просидел, и поклевок больше не было. То есть получается, что я за этот день, итог рыбалки, это 3 берша, которые я поймал, повторяю, ну где-то между 12 и часом. Они, видимо, подошли, и я их 3 поднял. Больше поклевок не было. Ну, вот так закончился этот мой февральский день, 23 февраля. И как итог, 3 довольно-таки неплохих берша. 2 хороших, ну а 1 маленький. Так что вот такой вот мой улов. Я запланировал где-то примерно через неделю, может чуть меньше, если погода позволит, снова приехать в это же место. В марте запланировал поездки уже на остров Судачий. Ну а раз у меня здесь успешная рыбалка состоялась, я решил, что в феврале еще разок сюда приеду, да, вот в это же самое место, и попробую порыбачить. Все, благодарю за внимание. Вот так вот закончилась успешно моя рыбалка 23 февраля 2026 года. Ну, а я запланировал снова сюда приехать через несколько дней. Все, благодарю за внимание и до следующей серии. Напоминаю, что видеоролик будет загружен в YouTube на моем канале, в Дзен, ВКонтакте, ну и, конечно же, на моем сайте photorsofnature.ru. Там же я выложу подробный отчет этой рыбалки и фотографии.